Всем привет! Наконец-то знаменитая компания Samsung в середине марта представила долгожданный смартфон под названием Samsung Galaxy A53 5G. Но самое главное, что он уже поступил в продажу во всем мире. Напоминаю, это преемник модели Galaxy A52, которая стала самым продаваемым Android смартфоном в прошлом году. Это нам говорит о том, что данная серия на данный момент является очень популярной. Возьмем хотя бы Samsung Galaxy A51. Продажи его по всему миру составили примерно 6 миллионов штук. По данным отчета, 4 из 6 самых успешных смартфонов Android в минувшем квартале это модели Samsung и еще 2 Xiaomi. Первое, что хочется отметить, компания Samsung отказалась от разъемов для наушников как в Galaxy A53, так и в Galaxy A33, к сожалению. Но, напоминаю, отказ от мини-джек делает смартфоны тоньше и легче, а также это ведет к увеличению емкости аккумулятора. Кроме того, в упаковке с новыми смартфонами, к сожалению, нет зарядного устройства. Свое желание отказаться от зарядки Samsung якобы объясняет тем, что у большинства современных покупателей есть и адаптер, и кабель, поэтому дополнительный комплект им не требуется. Судя по всему, этот процесс, который начался с флагманской серии Galaxy S, уже не остановить. А так смартфон, напоминаю, получился достаточно интересный. А теперь поподробнее. С вами первый обзор. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. Первое, что хочется отметить, смартфон уже доступен к покупке в США, Великобритании, Германии, Индии и в других странах. Galaxy A53 5G предлагается в 4 цветах: белом, черном, синем и оранжевом. В Штатах новинку будут продавать на $50 дешевле, чем ее предшественника. $449 за версию на 128 гигабайт встроенной и 6 гигабайт оперативной памяти. Доступны две версии с 628 и 8256 гигабайт памяти. Имеется функция расширения ОЗУ RAM+, которая анализирует особенности использования и обеспечивает дополнительную виртуальную оперативную память. Как это принято за предзаказ, в подарок мы получим отличные, на мой взгляд, наушники Galaxy Buds Live. Samsung Galaxy A53 оснащен 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением 1080p. Для многих людей технология экрана это большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основной это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. Дисплей Infinity O обеспечивает отличную видимость на улице с яркостью до 800 нит и снижает уровень синего цвета благодаря технологии защиты глаз Comfort Shield. Теперь про камеру смартфона. Она с несколькими объективами выводит фотовозможности гаджета на новый уровень. Камера на 64 мегапикселя поможет сделать четкие живые снимки. Сверхширокий объектив расширить угол обзора. Камера глубины резкости настроить фокус, а макрообъектив снять все до мельчайших деталей. Следовательно, все, что нужно требовательному пользователю в плане фото и видео возможностей тут есть. Также гаджет может похвастаться однокристальной системой Exynos 1280. Это, напоминаю, 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2022 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A78 на 2,4 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Также мы получили аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Мгновенно
можно зарядить свой Galaxy с помощью супербыстрой зарядки мощностью 25 Вт и повысить общую производительность аккумулятора с адаптивным энергосбережением. Galaxy A53 5G имеет степень защиты IP67. Рейтинг основан на условиях испытаний погружения в пресную воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут. Защита обеспечена только при низком напоре воды. Имеется функция Game Booster, которая отслеживает ваши игровые шаблоны для оптимизации времени автономной работы, температуры и памяти вашего устройства, а также блокирует фоновые действия и уведомления, чтобы вы не теряли концентрацию. Ну что же, ребята, на мой взгляд, вот эта вот серия А у компании Samsung с каждым годом становится все лучше и лучше. В какой бы вы магазин ни пришли, любой практически консультант, который подойдет к вам всегда будет предлагать серию А от компании Samsung. A51, A52, A53. Почему это происходит? Потому что, во-первых, данный смартфон предоставляет практически все, что нужно нетребовательному пользователю. То есть, если вы средний юзер и у вас каких-то сверхъестественных потребностей нету, вы можете использовать Galaxy A53 без каких-либо проблем. Да, вы должны понимать, если вы надумали купить себе смартфон самый топовый на данный момент, самый крутой, с самой крутой камерой, аккумулятором и так далее, вам нужно выбирать именно S-серию. А вот A-серия это для достаточно, ну скажем, прямо богатых, рациональных людей. Почему богатых? Потому что все-таки 450 евро плюс-минус возьмем за Galaxy A53. Ну, скажем прямо, это достаточно дорого. Но хочу заметить, что это на старте продаж. Пройдет время, все-таки смартфон подешевеет намного, но за предзаказ вы получаете достаточно интересные наушники Galaxy Buds Live. Это очень хорошее решение даже на 2022 год. То есть эти наушники можно приравнять к Galaxy Buds Pro. Кстати, у меня недавно был обзор на данные наушники. Они мне не так уж сильно понравились за свою стоимость. То есть, если вы покупаете наушники плюс-минус $100, вы должны знать, что вы покупаете самое топовое решение на данный момент. Но они мне все-таки не предоставили то, что я от них хотел. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.